Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одной моделью. Это авторская модель Нора Голланд. Вот из этой книжки «Рельефный узор из перекрещенных петель». Вот такой вот объемный кардиган. Значит, он вяжется, перед и спинка вяжется снизу вверх. После чего выполняются плечевые швы. Петли для рукавов потом поднимаются из проймы. Здесь вот из проймы поднимаются петли для рукавов. И рукав вяжется сверху вниз до резинки. И потом идет резинка. Планки, левая планка и правая планка, они вяжутся отдельно. Резинка 1 на 1. Здесь вот идет расширение. И сзади на воротничке вот эта планка потом вяжется вот таким вот, видите, уже переходит на платочную вязку, и здесь она соединяется. И вот тогда смотрится очень интересно вот это на спинке, вот этот сам воротник. Что значит по ниткам? Она дает нитки, рекомендует нитки для этой модели в 100 граммах 100 метров. Это довольно-таки плотная нитка получается, да. Спицы 5,5 миллиметров для резиночки и 6,5 миллиметров для основного вязания. И расход у него получается около 10 мотков, зависимо от Этот узор мне самой очень нравится, но мне не хотелось вязать кардиган. Поэтому для себя я, используя этот узор, связала свитер. Вот я вам сейчас покажу, как он выглядит. Может, у вас тоже больше захочется связать свитер. Вот такой свитер я связала, используя вот этот узор. Вот посмотрите, я вязала здесь до проймы узором, а потом перешла на платочную гладь. И набрала для воротничка, и рукава у меня просто платочной гладью. Поэтому, кому, если больше нравится свитер, джемпер такой тепленький, вы можете перейти на мой канал. Я в описании оставлю ссылки на мастер-класс по этому джемперу. Так, значит, кто хочет вязать джемпер, переходите, вяжите джемпер. Кто хочет вязать кардиган, давайте мы продолжим с вами дальше разговор о кардигане. Я покажу выкройку, какую она есть в книжке, да. Вот такая выкройка. Я даю выкройку на 3 размера. Это, значит, российский 44, 48, 52, или российский или европейский 38, 42 и 48. И вот эти все размеры, вот выкройка, это спинка. Значит, даны 3 размера. Значит, 3 цифры для первого размера, для второго, для третьего. Если вот стоит одна цифра, как здесь 5, это для всех размеров одинаково. Вот, значит, это спинка. Потом такая вот выкройка. Значит, это полочка. Тоже, видите, вот вяжется она снизу вверх. Потом идет скос по вырезу горловины переда, скос плеча. А здесь все вяжется по прямой. Также рукав. Вот он вяжется по прямой, набирается петли и спускается вниз до резинки. И выкройка планочки. Тоже она вяжется снизу вверх. 4,5 сантиметра. Вот вяжется, вяжется, вяжется. Потом идет расширение. И уже по воротнику сзади, по горловинке для воротничка, она идет уже по прямой и доходит до 10 сантиметров. Значит, вот эта часть планки, она вяжется столько же сантиметров, как на, вот видите, как вот на полочке, вот один в один, чтобы легко потом ее можно было пришить, эту планку. Я не знаю, почему она решила делать планку, вязать планку отдельно. Я вот для себя я бы вязала ее сразу вместе. Но это я рассказываю так, как стоит вот у автора. При вязании потом вот этой планки отдельно не забудьте, что на правой планке вам надо сделать прорези для пуговиц, да, рассчитайте, в каких местах сколько пуговиц вы поставите, не забудьте про эти прорези. Значит, это что касается вот как бы выкройки и самого описания, как она делала эту модель. Теперь вот мы перейдем с вами к рисунку. Рисунок. Я вот начала вязать образец. Вот так я уже связала образец. Да?
тоже подобрала такие немножко подходящие по объему ниточки. Значит, у меня ниточки, я таких именно как она рекомендует, я не нашла. Поэтому я использовала вот такую пряжу. Это 100% шерсть. И здесь у меня в 50 граммах 80 метров. Но я вязала в 2 нитки. Значит, у меня получается в 100 граммах 80 метров. У нее в 100 граммах 100 метров. Ну, примерно, да. И вязала я основную резиночкой, вязала 5 миллиметров, а основную вот на 6 миллиметров. Вот это основное. И вот такой получается красивый узор. Он довольно объемный, да. И получается такой вот именно настоящий объемный кардиган. Он такой довольно теплый будет. Если вот вы свяжете вот такой длинный, красивый, он будет довольно теплый. И теперь, перед тем, как мы перейдем к вязанию образца, я вам покажу, как вяжутся вот эти петельки. Основной элемент вот в ее узорах — это перекрещивание 2 петель, в данном случае вправо или влево. Вот это основные 2 элемента, которые присутствуют именно у нее. Остальные петли лицевые и изнаночные, тут все понятно. И поэтому, чтобы вам немножко было проще вникнуть вот в этот узор, я вам предлагаю посмотреть небольшое обучающее видео. Я специально сняла для узоров по этой книжке, чтобы было понятно. Потому что если вы вяжете бабушкиным способом, вы вяжете петли по одному способу. Если вяжете классикой, вы вяжете эти петельки по-другому. Поэтому, чтобы вы могли для себя точно уяснить, вот посмотрите вот это короткое видео, оно всего там, по-моему, 4-5 минут. И потом мы с вами перейдем к самому рисунку. Я вам дам раппорт рисунка и немножко покажу, как мы его вяжем. Небольшой видеоурок для тех, кто хочет освоить вязание узоров вот с этой замечательной книжки Норы Гоун. Здесь, в принципе, ничего сложного нет, но есть пару нюансов. И поэтому я хочу вам сейчас в этом помочь. Значит, при вязании всех этих узоров существует 2 основных элемента, которые, если вы освоите, то больше никакой сложности у вас не будет. Это, значит, так называемые перекрещиваемые петли. 2 петли перекрещивания вправо и 2 петли перекрещивания влево. Они обозначаются, значит, так. Вот 2 петельки вместе. Мы их перекрещиваем. Вправо обозначается вот так. И 2 петельки перекрещиванием влево обозначается вот так на схемах. Поэтому, если вы освоите вот эти 2 элемента, то больше сложности у вас не будет. Все остальные, которые присутствуют на схемах, это лицевая, изнаночная или накиды. В этом ничего сложного нету. Итак, в чем нюанс? Значит, очень важно здесь делить для тех, кто вяжет бабушкиным способом, и тех, кто вяжет классическим способом. Поэтому вывязывание вот этих 2 элементов немножко по-другому происходит. Вот я связала образец, на котором, значит, половина петелек я вязала классикой, а вторая половинка у меня связана бабушкиным способом. Отличие только о том, как у вас висят петельки. Значит, здесь у меня за переднюю стеночку, а здесь они висят за заднюю стенку. И поэтому немножко есть различия, как вяжется. Сейчас я вам покажу и при одном способе, и при другом способе. Сначала для тех, кто вяжет классикой. Значит, так, я провязываю. Значит, кромочную снимаем. Значит, первые 2 петли, которые мы хотим перекрестить с вами вправо. Значит, мы здесь просто их провязываем. Видите, я ввожу спицу в 2 вместе, провязывая их 2 вместе и не снимая со спицы, провязываю потом еще первую. И потом можно снять. Еще раз. 2 вместе, провязываю петельку и не снимая со спицы, отдельно еще первую. И третья пара. То же самое. 2 вместе, не снимая со спицы, первую. Теперь нам надо перекрестить парные петельки влево. Для этого надо вот эти 2 петли, которые мы хотим перекрестить, мы снимаем и меняем у них стеночку, то есть перевешиваем их за заднюю стенку. Потом провязываем сначала вторую сзади,
я ввожу спицу во вторую петельку. Вот я ее провязываю. И потом 2 вместе. Опять 2 петли мы переснимаем, меняем у них стенку. Потом провязываем сначала вторую и 2 вместе. Ну и последняя пара. Опять мы их снимаем, меняем стеночку, провязываем сначала вторую, а потом 2 вместе. Вот это два элемента, которые мы вяжем, перекрещивание вправо, перекрещивание влево, для тех, кто вяжет классикой. Теперь вторая половинка для тех, кто вяжет бабушкиным способом. Значит, нам надо перекрестить 2 петельки влево. То есть вправо сначала будем делать, видите? Они висят у нас за другую стенку, и поэтому здесь вы должны делать все как бы в зеркальном отображении. Вы сначала снимаете вот эти первые 2 петли, перевешиваете их за другую стеночку. Теперь провязываете их 2 вместе и потом первую отдельно. Опять вот эти 2 петельки нам надо перекрестить. Мы их снимаем, меняем стеночку, провязываем их 2 вместе и потом 1 отдельно. И еще раз. Значит, 2 петельки снимаем, меняем стеночку, 2 вместе и 1 отдельно. Это вот петель, который перекрещивание идет вправо. Теперь нам надо перекрестить петельки влево. Для этого при бабушкиным способом сейчас мы ничего менять не будем, потому что у нас петельки хорошо, красиво висят. Сначала мы вяжем вторую. Вот я завожу спицу сзади во вторую петлю, провязываю сначала ее, а потом, не снимая со спицы, 2 вместе. Опять сначала вторую ввожу сзади, провязываю вторую и потом 2 вместе. Ну и последняя пара. Опять сначала вторую, а потом 2 вместе. Ну вот и вся премудрость, которая существует в этих узорах. Если вы это освоите, вам по силам любой узор из этой книжки. Переходим к самому рисунку. Вот, значит, это схема рисунка. Раппорт у него 32 петли по ширине и 48 рядов по высоте. Довольно длинный такой получается раппорт, но вы не пугайтесь, ничего сложного здесь нет. Вот поэтому я вам сейчас покажу сначала. Вот посмотрите, вы можете переснять половинку вот до этого места, где все изнаночные петельки. Вот видите, вот эти пунктиры — это изнаночные петли. Там, где пустые клетки, это лицевые петли. И вот, естественно, стрелочки. Если стрелка вправо, перекрещиваем 2 петли вправо. Если стрелка влево, перекрещиваем 2 петельки влево. И все. В принципе, ничего больше сложного нет. Вот, значит, половинка рисунка. Вы можете сделать снимок экрана и потом сделать вторую половинку от 25 ряда до 48 ряда. Это вторая половинка. И это будет полностью раппорт. И потом начинать опять будете с первого ряда. Вот можете переснять вот эту вторую половинку. А теперь, значит, я вам покажу, как это вяжется. Да? Значит, здесь все понятно. Вот смотрите, первый ряд мы вяжем. Это после связали сначала резиночку и потом вяжем. Первый ряд все изнаночные. Второй ряд. Значит, вот эта схема дана, это как видится, если вы вяжете по кругу. Если вы будете вязать поворотным вязанием, естественно, что вот второй ряд, все вторые четные ряды, второй, четвертый, пятый, вы будете вязать изнаночными петлями, чтобы по лицу они смотрелись лицевыми. Тут ничего сложного нет, да? Значит, если вы вяжете по кругу, вы вяжете изнаночные, второй ряд лицевой, уже рисунок, лицевые и так далее. Если вяжете поворотным вязанием, значит, здесь изнаночные, с изнанки этот ряд опять изнаночный, и все четные ряды дальше с изнанки вяжете изнаночными рядами. А теперь непосредственно к самому узору, да? Вот, значит, я довязала, вот у меня уже связано, это ровно до половинки я провязала.
до 25 ряда, и 26 я уже вернулась. Теперь нам надо с вами вязать 27 ряд, да, вот мы ставим, я ставлю линеечку и смотрю, мне надо вязать 27 ряд. Значит, и как он вяжется, здесь ничего сложного нет, тем более, если вы уже посмотрели видео, да. Значит, я что делаю? Я снимаю кромочную, естественно, и смотрю, у меня 1, 2, 3, 4 петельки изнаночные. Я вяжу 4 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4. Дальше у меня 2 петли перекрещиваются вправо. Так как я вяжу классикой, в данном случае я ничего менять стенки у петель не буду. Я просто провязываю 2 вместе и, не снимая со спицы, провязываю потом отдельно еще первую. Все. Дальше я смотрю, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. И я специально поставила циферки везде, чтобы каждый раз не считать вот количество петель между перекрещиванием. Вот здесь у меня 8 лицевых. Все очень легко, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, я провязала. Теперь смотрю, опять у меня 2 петельки перекрещиваются вправо. Значит, у меня классика вяжу, значит, я ничего не меняю. Я провязываю 2 вместе и потом отдельно первую и снимаю со спицы. Теперь мне надо 2 петельки перекрестить влево. И вот в данном случае мне надо поменять у петелек стенки. Значит, я вот одну снимаю, вторую снимаю, потом их подхватываю за другую стеночку. Вот я их перевесила 2 петли. И при перекрещивании 2 петель влево я сначала провязываю вторую петельку. Вот я завожу спицу с изнанки во вторую петлю. Вот видите, ее провязываю. И не снимая эти петельки со спицы, я провязываю их потом 2 вместе. И вот теперь можно их снять. Дальше опять у меня 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. И перекрещивается опять 2 петельки влево. Значит, я меняю стеночку. Вот я их переснимаю и вешаю за другую стенку. Провязываю сначала вторую, потом 2 вместе и снимаю со спицы. И теперь у меня дальше 4 изнаночных по узору. 1, 2, 3, 4. Ой, что-то у меня 4. И кромочная. Изнаночным бабушкиным способом я вяжу. Вот я провязала, это у меня уже по узору идет 27 ряд. 28 ряд. Значит, если вы вяжете по кругу, вы вяжете все лицевые, я вяжу поворотное вязание, значит, 28 ряд и все четные. Я буду сейчас вязать с изнанки, а тоже все изнаночными петлями, чтобы по лицу у меня этот ряд был лицевым. Вот и вся премудрость. Здесь ничего сложного нету. Значит, вот так вот выглядит образец. Это пол раппорта у меня. Значит, еще выше будет их целый раппорт. И последнее, что я хочу сказать, вот к этому вот дигаму относя, как вам лучше распределить рисунок. Вот смотрите. У вас здесь, вот, к примеру, я нарисовала, это спинка, да? Вот вы ищете серединку спинки. И первый раппорт, вы вот вешаете маркеры. Значит, получается у вас 16 петель в одну сторону от середины и 16 петель в другую сторону. И вешаете 2 маркера. Это у вас будет один раппорт. От него опять следующий раппорт, 32 петли. Опять вешаете маркер. И в другую сторону тоже 32 петли. Еще один раппорт. Вешаете маркер. И так пока у вас будет целое количество петель в раппорте. Да, вот условно. Вот у меня 5 раппортов по спинке получилось. Я не знаю, сколько у вас, но я к примеру. И сбоку останется какое-то количество петель. Вот это количество петель для раппорта, который будет у вас уже переходить на полочку. Поэтому вы посчитайте, сколько здесь петель у вас. Будет условно, ну, пусть у вас здесь останется, скажем, 10 петель. Плюс будет еще одна кромочная. Обязательно, да? А спинку, полочку вы уже начнете, у вас будет одна кромочная и 10 петель, а раппорт у нас 32, значит, и 22 петли, это, ну, следующий раппорт. И повесите маркер,
И потом дальше считать, сколько у вас раппортов получается до планки. Также и в другую сторону. Это для того, чтобы у вас красиво лег рисунок. Вот. Ну, в принципе, вот и все, что я хотела сказать по этой модели. Поэтому я думаю, что вам несложно будет ее связать, если захотите, да. Соберитесь силами и, пожалуйста, приступайте к вязанию. А на сегодня все, что я хотела вам сказать. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Светлана.